Всем привет! Решил попробовать, что получится. В принципе, было понятно, что получится нормально. Ингредиентов немного, они перед вами. Давайте начнем. Вы начнете смотреть, а я начну делать. Я уже много раз говорил, что тыква недооценена в московском регионе по двум причинам. В детстве запарили сладкой тыквенной кашей, а вторая причина – отсутствие острого ножа. Меня никто кашей не парил, а острый нож у меня есть. Поэтому, может быть, поэтому тыкву я люблю. Но только пряные блюда из тыквы у меня на канале. Я взял 400 граммов тыквы и натер на крупной терке. Да, сладких блюд из тыквы у меня нет, а пряных много. Плейлист, кабачки, баклажаны, тыква. 2-3 зубчика чеснока. Выдавливаю. Творог. Взял рассыпчатый творог, желательно 9% или даже выше. На крайняк 5. Сметана. Не обязательно такая, просто в данный момент в доме была такая. Я где-то использовал, приблизительно 200 граммов сметаны на такое количество остальных ингредиентов. Свежемолотый перчик, соль. Я добавляю зиру, потому что она с тыквой дружит. Но со сметаной она, честно говоря, не дружит. Поэтому я не рекомендую вам добавлять зиру, разве что тем, кто очень любит зиру. Не обязательно что-либо еще добавлять. Просто можно обойтись без зиры. Зелень, укроп в данном случае. Все размешиваю. Количество очень большое начинки, и непонятно, поместится или нет. Я пробую на соль и вообще на вкус. И вообще получается, что можно уже есть, даже не обязательно тепловой обработке подвергать. Да, спасибо за просмотр рекламы, если вам ее показывают. Тесто разморозил. Это бездрожжевое, слоеное. Приблизительно 30% отрезал. Это будет верхняя часть пирога. Остальное раскатываю. Это удобно работать с таким тестом, потому что достал, разморозил. Нормальный компромисс абсолютно. Оно может быть не особо вкусное, но когда вкусная начинка, то это не ощущается вообще. Там нет сливочного масла в нем, дай бог с ним, ничего страшного. Если начинка достойная, то пирог в общем получается очень вкусно. Сворачиваю раскатанное тесто. Если много муки, то ее лучше удалить. Наворачиваю на скалку. Теперь укладываю на противень, проложенный бумагой для выпечки. Затем раскатываю верхнюю часть. Вернее, кусочек теста, который станет верхней частью. Часто бывает так, что начинки очень много, мне непонятно, поместится или нет, но самое интересное то, что обычно помещается. Хорошо, что я взял 400 граммов тыквы, если бы взял 500, то уже, скорее всего, не поместилось бы. А творога я взял 300. Укладываю раскатанное тесто. Выравниваю, можно где-то растянуть.
Если где-то образовалась дырочка, то ее можно просто залепить кусочком теста. Ну и наворачиваю нижнюю часть на верхнюю. Верхняя несколько меньше по размерам. Ну тут все просто. Вообще в этом пироге все просто. Вообще все. Если теста где-то многовато, просто обрежьте. Надрезал в середине и выжимаю воздух, который там есть. Затем желток разбавляю водой небольшим количеством. Чуть-чуть подсаливаю и смазываю пирог. Духовка разогрета до 220 градусов. И пирог будет выпекаться где-то 15 минут, ну, может 13, плюс минуты 3-4 жар сверху. Но это в моей духовке так. В вашей может быть несколько иначе. Насыпал кунжут и в духовку. Вот из этих ингредиентов режу их все мелко и делаю салат вот такой. В чем тут фишка? Салат-то все делают. Фишка в том, что в контейнере, плотно закрытый, он может дней 5 провести в холодильнике. Вот каждый день берете какое-то количество, заправляете так, как вам надо. Ну там уксусом, лимонным соком, сметаной, да как хотите. Понемножку берете, и салат всегда есть в холодильнике. И вот его можно доставать и есть в течение 4-5 дней. Пирог готов. Пирог готов, подождал минут 5, ну и режу. Вполне можно использовать, скажем, не творог, а какой-то молодой сыр здесь неплохо ляжет. Ну, скажем, адыгейский, брынзу, сулугуни, любое. Вкусно. Всем приятного аппетита. Пока.